Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с Алексеем Наумовым, американистом. Алексей, приветствую вас. Да, добрый день, всем привет, рад всех видеть, слышать, ну, вернее, это пока такая коммуникация односторонняя. Подписывайтесь на мой телеграм-канал alexeynaumov.внешпол. Спасибо. Да, друзья, подпишитесь, ссылка в описании. Ну и, конечно, начать прям хочется с места да в карьер. Даже не с Украины и России, хотя там тоже много интересного и намечается, и интересного в плане, конечно, ну, трагического, да, и тяжелого, обмен ударами, и, собственно, Зеленский, который критикует Запад о том, что недостаточно помогают, и кажется, что это вот развязка через катарсис близится. Обсудим это. Начнем с Израиля, с Газы. Слушайте, Трамп ликует, Трамп победитель, Трамп прям вот, так сказать, Нетаньяху вроде как поломал через колено. Пишут одни. Другие говорят, что как бы тут не совсем все чисто. Хамас, конечно, пошел навстречу, но у Трампа как бы тоже есть проблемы с Биби Нетаньяху. Что будет происходить на этой территории и как вам видится все-таки, насколько деланная эта победа, о которой заявляет Трамп, и будет ли вот этот план «Б», мол, если не так, то тогда мы там все уничтожим, всех победим, всех сотрем в порошок. Насколько Трамп сейчас в выгодной позиции на Ближнем Востоке? Да, это интересная на самом деле история. История, которая показывает нам длину поводка, на котором Дональд Трамп удерживал Беньямина Нетаньяху. В целом, масштаб влияния израильских политиков и произраильской политики на американскую администрацию – это давняя, на самом деле, такая плодотворная тема для обсуждения. Такие наиболее радикальные и консервативные сторонники Дональда Трампа вообще испытывают ярость по этому поводу. Как бы, знаете, был такой лозунг, что, значит, Америка прежде всего, но Израиль чуть-чуть более прежде, чем Америка в этом плане. И есть, очевидно, большое влияние группы произраильских чиновников, да, это произраильское лобби, это не еврейское лобби, это большое количество христиан, христианских сионистов, например, тот же Тед Круз, известный, да, он христианский сионист, и вот у него буквально идеологически, религиозно обоснованная поддержка Израиля. Сейчас мы увидели, что в целом Израиль довольно сильно влияет на американскую политику, но у этого всего есть предел. Когда израильская политика и произраильская политика Вашингтона начала наносить урон самому Дональду Трампу, мы увидели, что он быстренько попытался всю эту штуку свернуть. То есть максимально длинный поводок был у Беньямина Нетаньяху, и в целом он мог Дональда Трампа этим поводком самого тащить куда ему нужно. И действительно Дональд Трамп буквально поддерживал, соглашался с каждым решением Беньямина Нетаньяху. Но сейчас, как известно, сколь веревочки не вейся, Дональд Трамп увидел, что, во-первых, это плохо влияет на сам Израиль. Мы видим, как падает поддержка Израиля по всему миру. Дональд Трамп сам об этом говорил, что образ, имидж Израиля терпит урон, да. И самому Дональду Трампу это стало уже довольно опасно. То есть, в целом понятно, что он не хочет, чтобы его репутация, его популярность терялась на фоне израильского скандала. Поэтому вот он пошел на эту сделку и вынуждает пойти на нее Беньямина Нетаньяху. Разошлось же даже по медиа, что на самом деле Дональд Трамп сказал Беньямину Нетаньяху, что как бы ты, дружище, всегда такой етить, значит, грустный, все тебе не нравится, все тебе постоянно кажется, что везде проблема, это победа, соглашайся с ней. Я бы на самом деле не назвал это победой. Знаете, у Дональда Трампа есть хорошая, в смысле такая интересная черта. Он любой исход может называть победой. Если мы обратимся к тому заявлению, которое выпустило движение Хамас, то мы увидим, что, например, в нем нет согласия на разоружение. В нем также есть желание играть роль в некоем политическом будущем сектора Газа и в целом палестинской автономии. И, в общем-то, если смотреть, что называется, очень пристально, то это не согласие на сделку. Это выражение «да, но».
И в целом изначально говорилось, что ответ «да, но» от Хамаса не примут. Хамас должен принять все эти условия. Он их не принял. И сейчас мы увидим такую довольно, я думаю, примечательную перепалку между Беньямином Нетаньяху и Трампом. Вот Нетаньяху уже заявил, да, по-моему, это было заявление, что, значит, ничего мы с этим не согласны. Я думаю, что нас ждут интересные дни, но я думаю, в целом Дональд Трамп все равно возьмет свое. Дисбаланс сил слишком велик, и несмотря на огромное влияние израильского лобби, израильских политиков, произраильских политиков на американского президента и нынешнюю администрацию, я думаю, что войне будет положен конец, у Израиля нет сил противостоять американцам. Буквально, если американская поддержка закончится и какие-то успехи Израиля. Поэтому я думаю, что Беньямин Нетаньяху здесь в какой-то степени даже проиграл. Он попытался проглотить кусок больше, то есть откусил больше, чем сможет проглотить, и поперхнулся, потому что понятно, что вот эта история с полным разгромом Хамас, с оккупацией Газы и Западного берега, вот это, кстати, Трамп же сказал, что он не позволит оккупировать Западный берег. Это интересно. Я думаю, что здесь Биби, как его называют в Израиле, проиграл, но, знаете, он такой же мастер выходить сухим из воды, как и Дональд Трамп. Я думаю, что это может быть концом вот этой военной кампании, да, или началом конца, но это не конец, вполне возможно, самого Нетаньяху. Да, потому что у него, кстати, внутри серьезная позиция в самом Израиле. И когда, извините, Трамп постит видео протестов с транспарантом «Сейчас или никогда», это тоже что-то да значит. Вообще, исходя из того, что Трамп в последнее время заявляет, то там бой UFC на его 80-летие в следующем году, то, собственно, вот видите, я очень аккуратно спускаюсь по трапу, не то, что там Байден. Скоро год уже как к выборам, он все равно тень Байдена, собственно, борется с ней и, в общем, демонстрирует, да, всяческим образом, что он не такой. Как эта история с Ближним Востоком отразится на Украине? Вот у Виткофа была ключевая фраза. Говорит, мы сейчас закончим на Ближнем Востоке, и это поможет положить конец войне в Украине. А где связь? Как вы ее видите? Я думаю, что проукраинские пользователи или, в целом вообще проукраинские люди увидели в этом намек, что сейчас Израилю не нужно будет столько оружия, мы будем его поставлять, продавать в таком масштабе украинской стороне. Я думаю, что здесь скорее, это фигура речи. Речь шла о том, что у Дональда Трампа, по сути, не останется незаконченных войн, и ему надо будет положить конец российско-украинскому конфликту. Что у самого Стивена Уиткофа мандат сократится, да, вот он спецпредставитель по Ближнему Востоку и по российско-украинскому также урегулированию. Больше будет возможности заниматься тем, что осталось. Однако мы понимаем, что Дональд Трамп все-таки человек, это американский президент, а не президент всего мира. И это тот политик, который в первую очередь беспокоится о своем собственном имидже, о своем собственном рейтинге, о своих собственных приоритетах. И здесь даже, знаете, вы говорите, что UFC, значит, вот это показательно. Да, это красиво, но, тем не менее, важно, что он, например, вводит Национальную гвардию подавлять протесты. Вот ему, значит, запретили в Портленд, в Орегоне, вводить Орегонскую Национальную гвардию, а он из Калифорнии взял 300 человек и туда отправил. То есть, буквально, самоуправство в высшей степени. Я довольно давно, да, изучаю там США и в целом там и историю, и нынешнюю ситуацию. Это такая беспрецедентная штука. То есть, реально, понимаете, всегда казалось, что есть США, и там есть институты, там есть система, там есть сдержки и противовесы, но выясняется, что приходит человек, который плевал на эти сдержки и противовесы, и ничего ему за это нет, да, максимум, что ему светит, это там... импичмент, не будет никакого импичмента, но максимум не переизберут его преемников в следующий раз, там, Джей Ди Венса, если всех это... А самому Трампу, да ничего, собственно, делает, что хочет. Что касается Байдена, то, это буквально, это апелляция к проклятым попередникам, да, по-моему, это называется в украинской
такой вот политической традиции. Ну, буквально вам нужен какой-то пугало, какое-то чучело, которым вы говорите: вот Байден, значит, немощный и старый, а я молодой, и живой, легитимный и энергичный. Тоже вот вам цитаты из украинского политического лексикона. Вот, поэтому он использует это буквально для надувания собственного имиджа. Это нормально для политиков-популистов такого свойства, да, говорю совершенно безоценочно, не испытывая никаких негативных там, да, и позитивных эмоций в этом плане. Вот, а про Украину, ну да, я думаю, что просто он этим займется. Плюс сейчас мы знаем, скоро будет вручаться Нобелевская премия мира, и если ее не вручат Дональду Трампу, то довольно грустно ему будет, я думаю, и мне кажется, его миротворческий порыв некоторым образом угаснет. Плюс я почему говорил, что он президент США, а не президент мира, у него шатдаун там, сейчас он грозится, что если демократы ему не помогут, которых он обвиняет в начале этого шатдауна, не помогут ему справиться, то он начнет массово увольнять федеральных служащих. Буквально децимация. Каждый 10-й будет расстрелян у Белого дома. Ну, то есть какая-то такая вот буквально, знаете, политическая традиция, знакомая нам с античности. Ну вот, да. Поэтому я думаю, что в целом Украина не такой важный для него приоритет. Плюс мы знаем, что Дональд Трамп не очень любит делать то, что у него не получается. Сталкиваясь с каким-то сложностью, затыком, он обычно, ну, как бы просто все, я победил, до свидания, я ухожу. Вот такие дела. По поводу претензий Зеленского, а он их конкретно отправляет Западу. Тяжелейший удар был позапрошлой ночью по предприятиям, и сейчас они продолжаются. Вот сегодня удар по Запорожью, в общем, там Харьков без света, и, я так понимаю, происходит процесс отключения, да, от электроэнергии украинской стороны. Зеленский отвечает, был обстрел дронами российской территории, там Крым, Туапсе, Брянская область, Белгород. Я даже был какое-то время, говорят, да. Белгород то же самое, частично предприятие, топливный сектор и, в общем, территории. Зеленский жалуется, говорит, никакой реакции от мира. Так а какой реакции он ждет? Какая нужна реакция? Ведь Трамп же вроде как четко дал отмашку. Слушайте, вы такие классные ребята, у вас так хорошо получается воевать, идите на Москву. А на Москву как-то не идется. И главный же посыл, то есть впервые со времен вот этих всех «Тяни толкай», томагавки, которые там обсуждались всю прошлую неделю, фламинго, которые сейчас опять пытаются выпечить, говорят, вот ракета $500 тысяч стоит, Экономист пишет, вот там у россиян проблема, там турбо какой-то там двигатель, вот сейчас вот будет вот что-то, да, вот что-то должно произойти и что-то поменять вот эту траекторию движения в войне воздушной. И звучит от Зеленского одностороннее прекращение войны. Это как? Ну, в воздухе имеется в виду. То есть это надо заставить Путина согласиться, чтобы он не стрелял. Или одностороннее это вот сказать, смотрите, мы не наносим ударов по воздуху, и ты, Путин, не наноси. А потом параллельно Трамп дай томагавки, продай томагавки, а пускай они будут, мы ж не стреляем по воздуху, пускай здесь полежат вот у меня на складах. То есть абсолютно изменился подход к этому вопросу дальнобойных ударов и стратегирование. Кто первый сказал перемирие, тот, получается, и проигрывает. Такая логика. Да, понимаете, вы относитесь к заявлениям Зеленского, вернее, пытаетесь интерпретировать и толковать заявления Зеленского как заявления, наполненные логикой на решение конфликта. Логика заявлений Зеленского сейчас другая. Она тоже присутствует, и, знаете, это вот никогда не нужно... Я всегда выступал против того, чтобы считать людей, политиков, там, безумцами. Вот типа Путин безумен, Зеленский безумен. И как бы когда вы называете оппонента безумцем, вы, в принципе, не можете его анализировать никак. Вы отказываетесь от всяких попыток структурировать это мышление. Между тем, лидеры государств, тем более, доказавшие, в общем-то, свою состоятельность в том или ином виде, опять же говорю, безоценочно, доказавшие свою состоятельность, они действуют, исходя из логики. Логика Зеленского сейчас состоит в
том, чтобы продолжать держать Украину в повестке дня, продолжать давить на аргументы, на моральную сторону вопроса. Говорить, видите вы, что происходит, а что же вы молчите, почему же вы ничего не делаете. В этом плане важнее донести само это сообщение, а не дать ответ на вопрос, а что же им, собственно, нужно делать. Нужно заставить их чувствовать себя виноватыми с точки зрения Зеленского, и вполне возможно, это приведет к той или иной поддержки в сторону Украины. Вот, поэтому здесь в целом вполне ясная логика. Что касается вот этого, кто первый объявил перемирие, тот и проиграл. Ну да, понимаете, ведь мирный процесс, он имеет две стороны. С одной стороны, у вас есть, собственно, реальные мирные переговоры, а с другой стороны, у вас есть попытка удержать Трампа на своей стороне. Собственно, в конфликте Израиля и Хамас та же история. То есть Израиль обвиняет Хамас в том, что он что-то не так говорит. Хамас говорит, что Израиль что-то не так делает. И здесь задача не навлечь на себя гнев Дональда Трампа. Это вполне резонная задача. Даже если вы считаете себя там равновеликим США, зачем вам иметь Дональда Трампа в рядах своих противников? Лучше иметь его в рядах сторонников или в рядах как минимум нейтральных наблюдателей. Поэтому задача Зеленского сейчас, с его точки зрения, выглядеть стороной более адекватной, готовой к компромиссам и к переговорам. И, собственно, мы видим, что тут то же самое со своей стороны делает российский президент. Ему тоже нужно выглядеть страной, которая хочет мира и хочет переговоров. И мы видим, что на выступлении на Валдайском клубе он вполне как бы резонно, адекватно говорил, что да, мы готовы к переговорам. Вы пытались нас нанести стратегическое поражение, у вас это не получилось. Так что каждый лидер отстаивает интересы своей страны, какими он их считает. У Зеленского здесь есть значительный личный аспект. Он очень сильно инвестирован в продолжение войны, потому что у него был шанс положить конец этой войне в Стамбуле в 2022 году. Он этого не сделал, и теперь ему нужно оправдать перед собой, перед народом и, может быть, перед Богом, если он в него верит, почему он это сделал, почему он обрек свою страну и свой народ на 3 года страшной мясорубки, хотя мог это все прекратить. Ну, в общем, такая вот история. Поэтому, да, лидеры хотят не навлечь гнев Дональда Трампа, потому что он, естественно, ни к чему хорошему в их отношении не приведет. И лидеры хотят, что называется, закрепить за собой репутацию наиболее адекватной из сторон. А уж кто на самом деле адекватный, ну, тут, мне кажется, в целом как бы более понятно, чем непонятно. Смотрите, тут такой момент возникает. Политический. Вот вы говорите, надо Зеленскому отвечать за то, что было, и за то, что происходило. Значит, появляется все-таки такое долгожданное. Все видели, как Арестович прогуливался с Ксенией Собчак по Лондону под зонтиком, под одним. Они шли, так сказать. И, в общем, ну, все прекрасно понимали, они шли, их снимали. Это было, да, вот это было интервью. И вышли, собственно, тезисы Арестовича. Говорит, что ради мира готов отдать территории, 4 области и Крым без юридического признания, но взамен права русскоязычным и украинской православной церкви вернуть. И первым делом он будет ехать в Москву к Путину на стрелку и подвести итоги отношений с 1991 года, выяснить причины войны. То есть встретиться, поговорить. Сменить внешнюю и внутреннюю политику, чтобы больше не представляла угрозы Украина для России и для Кремля. Ну, взамен, соответственно, чтобы Россия не представляла угрозы для Украины. И с точки зрения там таких идей провести совместный молебен и возложить цветы к павшим российским солдатам в том числе. Да, и чтобы это было обоюдно. Путин возлагает цветы к павшим ВСУ солдатам, Арестович, президент, к этим. Смотрите, здесь понятно, есть там коммуникационная стратегия, есть определенные вещи, которые там для, ну, условно, пиара, для какого-то позиционирования публичного. Есть вообще формат, да, интервью Собчак. Ну, это тоже отдельный вид искусства. Все прекрасно понимают. Алексей, меня интересует другой момент. А насколько сейчас вовремя насколько вот время войны с жесточайшими обменами, ударами и последствиями для гражданского населения в тылах
причем ближнем тылу или не очень ближнем, российском. Вся территория Украины теперь, весь зона боевых действий, весь тыл, там тоже лишение, страдания, отключение электроэнергии, смерти, гибель и убытки, и урон. Насколько эта как бы риторика может зайти, и насколько она своевременна, как это ложка к обеду? Ну, вы знаете, вообще, в целом, людям довольно сложно продолжать ненавидеть друг друга. Люди со временем радуются какой-то нормализации. Мы видим, что запрос в российском и в украинском обществе на остановку конфликта, да, вот мы не берем на каких условиях, в целом на прекращение, довольно высок. Из опыта мы знаем, что, например, нормальные были отношения у советских людей к немцам довольно скоро после окончания войны. Да, понятно, там был миф о том, нарратив о том, что это нацисты покорили, взяли, захватили власть ничего не понимающих немцев там и так далее. Но в целом, понимаете, когда конфликт закончен, тем или иным образом разрешен, в целом умиротворение наступает довольно быстро. Есть пример, там, например, азербайджанцев и армян, но где была настоящая такая межнациональная ненависть и вражда. Но она была во многом обусловлена продолжающимся контролем армянской стороной Карабаха, при том, что этот контроль не был обеспечен военным превосходством. Да? То есть это было как бы дисбаланс, несоответствие. Сейчас этот дисбаланс изменен, да, как бы, и мы видим, что даже Армения и Азербайджан идут к какому-то, если не народному, то какому-то межгосударственному, хотя бы межгосударственной нормализации. И я думаю, что, безусловно, мы доживем до тех дней, когда какая-то нормализация будет достигнута. В целом мы видим, что сейчас, например, российский президент говорит, что из всех его публичных заявлений следует, что не предполагается там никакой ликвидации Украины, что Украина будет. И если Украина примет те условия, которые выдвигает российская сторона, то эта нормализация, в общем-то, возможна. Мы видим, что в российском общественном нарративе нету никакой ненависти прям, какой-то расовый, национальный к украинцам. В целом тезис о там, я понимаю, что словосочетание «братский народ», конечно, избитое, как и один народ тоже избитое, но, понимаете, реальность состоит в том, что два славянских народа, очень трудно отличимых друг от друга по внешним признакам, если там, не знаю, у одного валенки, у другого там лапти, это глупости какие-то, с значительной общностью исторической судьбы, часто с общим языком, общими там книжками в детстве и так далее, как бы здесь в целом я думаю, что можно говорить о какой-то близости народов. Понятно, что политические проекты сейчас находятся в состоянии противостояния, но это не значит, что народы не являются друг другу близкими, или, опять же, русский от украинца отличается только самоидентификацией. Мы с вами об этом неоднократно в эфире говорили, и, как я понимаю, эту точку зрения в целом разделяют и наши с вами зрители. Поэтому да, я думаю, что задача политика состоит в том, чтобы как раз предсказывать будущее. Задача политика состоит в том, чтобы предсказать будущее таким образом, чтобы потом капитализировать свое знание и получить какую-то политическую власть. То есть задача политика вообще это получение и удержание власти. Поэтому я думаю, что это такая ставка на неизбежную нормализацию. И она вполне может быть обоснована, потому что я думаю, что нормализация будет. Мы не можем быть врагами вечно. Нам жить на одной вот этой восточноевропейской, что называется, территории. И мы друг от друга никуда не денемся. И в целом об этом сложно говорить в моменты наибольшего обострения, что называется, кинетической, вот этой вот физической войны, когда люди стреляют друг в друга, да, именно вот война в понимании, что называется, таком вот буквально каком-то философском. Но, безусловно, нормализация будет, и я думаю, что кандидаты от нормализации
будут скорее более успешны, чем кандидаты-радикалы. Что будут предлагать радикалы? Дальше бросаться там типа на русские штыки? Ради чего? Зачем? И мы видим даже, что в Армении, например, да, это тоже хороший пример, как раз-таки Пашинян, который, в отличие от своих предшественников, не говорил про то, что нужно вернуть, забрать, отобрать, бороться, сражаться, умирать. Он пользуется популярностью. Люди вообще не хотят умирать обычно. Они не хотят умирать даже за самые светлые. Там. Они готовы это делать, но они не хотят. Они вообще хотят жить мирно в целом. Да? Поэтому я думаю, что это такая ставка, и в целом, которая вполне может сыграть, что называется, успешно. Учитывая, что российская страна, опять же, устами президента предлагает именно ту самую нормализацию, давайте обсудим условия и будем жить нормально. Это имеет большие шансы на осуществление. Ну, вы видите же, собственно, вопрос же, насколько вовремя, да, и насколько серьезна вот эта раскачка внутри. Потому что, ну, вот обстреляли Львов, да, выходит там писатель, говорит, вот смотрите, видите связь? Больше стало русскоязычных во Львове, и русские ракеты полетели во Львов. Или, например, там, видите наводнение. Сейчас там в Одессе, например, такая, ну, тяжелая ситуация, заражение воды, в общем, из-за наводнения открыли уголовные дела на хозяйственников, потому что понятно, что там объем осадков большой был, когда затопило Одессу, но тем не менее проблемы есть с хозяйством, да, то есть конкретно там, ливневки, сливы, какие-то, в общем, халатность. Уголовное дело открыли. И когда там очередной ларек с шаурмой, да, поплыл, нашлись же такие люди, которые писали: эх, вам Одесса, это за то, что вы тут русский язык и не переходите на украинский. В соцсетях. Ну, больных много. То есть, работа на разрыв, в общем, достаточно серьезная сейчас проводится, и это все дело Украину в плане не шить в едином порыве, и даже условно там слова о том, что ну, в самой идее, да, о том, что я поеду к Путину, мы сядем, договоримся, пойдем возложим цветы, никто не будет никому угрожать, так в этом-то и есть суть окончания войны. Я заметил, что вместе с вот этой риторикой и шараханием Зеленского от того, кто должен заставить Путина, в общем, сесть за стол переговоров, и надо заставить его прекратить войну, надо заставить, чтобы он пошел на переговоры. Итог-то один – это сесть, договориться, и чтобы никто никому не угрожал. Не гарантии безопасности выторговывать, не с Европой заигрывать вот эти дроновые игрушки и штуки, а вот конкретно итог должен быть вот такой. И тогда все скажут: да, мы там потеряли территории, мы приобрели территории, а мы там в море у нас внутреннее Азовское, а другие скажут: а у нас вообще есть выход к морю, это уже хорошо, мы можем строить на каких-то так договоренностях, да, новый каркас каких-то отношений, то, что сейчас модно называется в политических журналах, вот это... Финляндизация? Архитектура безопасности. Вот. То есть фундамент ее, он же тоже должен быть на встрече между условным президентом одной и другой воюющей страны. Но что мешало Зеленскому это сделать, да, в 2022 году? Но встреча-то не предвидится. Я хочу такой крамольный вопрос вам задать ввиду этого. Мы начинали с Хамаса и Трампа. Там идея заключается в том, чтобы сделать вот эту Палестину управляемой внешне территорией. Даже вот эта фигура Тони Блэра нарисовалась как представителя внешнего управления. Слушайте, таким путем пускай Борис Джонсон будет внешним управителем Украины, и вот таким же макаром и попытаются закончить войну. Ну, Борис Джонсон, конечно, фигура такая довольно мрачная в истории нашего конфликта. Понимаете, вот вы говорите, действительно, я просто подумал, вот вы говорите, что вот, цитируя коллегу вашего, да, надо было бы, значит, поехать, договориться, чтобы никто не представлял друг другу опасности. Ну, вот буквально, что мешало это сделать в 2021 году. Помните, в 2019 году, в декабре 2019 года, было уже парафировано соглашение между Россией и Украиной, и Макрон требовал подписать от Зеленского, и требовала Ангела Меркель, а он не стал, потому что, ну, типа, народ против. Ну вот, если бы человек был прозорливее, помудрее, то вполне возможно всего этого можно было бы избежать. Сейчас, смотрите, когда я говорю о нормализации, я говорю о процессе, который будет выглядеть не совсем так, как описывал ваш собеседник. Дело в том, что
это было бы возможно на взаимоуважительных условиях, если бы это было сделано в 2019 году. Сейчас украинское руководство нынешнее, оно спровоцировало ситуацию в таком ключе, что мы перешли буквально к кинетическому конфликту, опять же, да, как и называется, типа shooting war, война, в которой стреляют уже, не просто не холодная, не на словах, а именно самое, что называется, физическое. И Украина в этой войне, она проигрывает, она ее проиграет практически гарантированно, потому что баланс сил, соотношение сил, мы с вами об этом много говорили. И в этом вопросе, безусловно, будут какие-то гарантии безопасности Украины. Об этом, кстати, Владимир Путин тоже говорил, что нужны гарантии безопасности, и Россия готова их рассмотреть. Но условия этого соглашения будут более невыгодными для Украины, как для страны проигравшей. И действительно, вот вы фразу произнесли про внутреннее море, Азовское море стало внутренним морем России. Да, то есть уже при соблюдении новых территориальных реалий на земле, чего могло бы не быть в 2019 году. Да и не было бы, скорее всего, Россия на территории никогда не претендовала. Это все пришло уже потом, когда был свернут Стамбул под руководством вот этого самого Бориса Джонсонюка, как его также шуточно называют. Вот, поэтому я не думаю, что будет внешнее управление, уж тем более оно не будет под руководством Бориса Джонсона. Украина и сейчас в значительной степени находится под влиянием своих внешних спонсоров-управителей, и как раз-таки наоборот, возврат Украины к какому-то внутреннему управлению, чтобы люди, как бы, которые не перед Вашингтоном отчитывались, а перед своим народом. То есть, понимаете, кому нужно там превращение Киева в прифронтовой город? Украинцам оно не нужно. А вот там Борису Джонсону прекрасно. Ему для того, чтобы воевать с Россией, все средства хороши. Можно и Украину принести буквально в жертву. Так что я думаю, что внешнее управление – это идея, которая вряд ли реализуется. Но как раз политики, которые будут выступать за нормализацию отношений с Россией, будут иметь преимущество перед теми, кто будет говорить о войне до победного конца, которая сейчас является буквально войной до последнего украинца. Вон уже кота бусифицировали, потом, правда, оправдались, но остаточек остался. Ну, это, конечно, истерика, которая переходит всякие грани. Причем тут даже истерика, я бы сказал, идеологическая, не... Ну, самих. Это демонстрирует, что внутри этой системы есть очень большой конфликт, обида, разочарование, метание. Я имею в виду внутрянку ТЦК. На история был бы просто, как мемом. Да? То есть видео, что было на самом деле. Ехали военные, немножко мэкнули, выпили, так сказать, и ехали в приют ребенка порадовать, котика привезти. Ну, не доехали, остановились возле хаты, поймали кота и увезли. Это видео разлетелось. Началось все с группы села, да, в Киевской области. И разлетелось везде, потому что смешно же людям. Да? Бусифицировали кота, вот он, кот последний украинец остался. И это все понеслась. Но проблема в том, что реакция системы идиотская. Он говорит: ребята, если вы, это же не... Вы что, не знаете, что у ТЦК другая форма? Это вы российские нарративы, российская пропаганда настолько въелась. Это все вот так вот сидит у вас под шкурой вот это вот русское. Мы так вообще войну проиграем, потому что вы решили тут шутить вокруг кота и этих военных. Но потом этого кота вернули и так далее. Внутренний конфликт, противоречия съедают конкретно эту систему, и они начали выдавать там такие перла, что если бы не ТЦК, вообще бы Украина попала, все бы пропало, ужас и кошмар. То есть держится насилием страна буквально. Да, хэштеги ТЦК родные, ТЦК заботятся, хэштеги. То есть это же реакция государства, это реакция системы ужасная. И, я бы сказал, демонстрирующая, крах демонстрирующая. Но, тем не менее... Работает на раскол, вот это. И это рушится уже. Но новое ничего не приходит, понимаете? Вот новое ничего не приходит. Откуда его ждать? С запада или с востока этого нового?
Вы справедливо отмечаете, что нынешняя система, нынешний руководитель украинского государства работает на раскол. И в целом вот эта идеология раскола, которая пришла со времен Майдана, да, со времен революции, она буквально разрывает Украину на части. Она разрывает ее на части изнутри, и она приводит к конфликту с самым большим, самым мощным соседом. И как раз-таки попытка объединить общество на том, что значит там быть украинцем, это не значит выглядеть так-то, говорить на таком-то языке и почитать таких-то людей. Как бы вот лозунг, что Украина разная, вполне мог бы здесь сыграть и сработать. Никогда у вас один город ненавидит другой, потому что у вас там говорят не на том языке, у них другие традиции, другой памятник. Господи, памятник Пушкину. Ну да, давайте вот его теперь свалим, и тогда-то вот Украина, и что тогда? Ну то есть это, понимаете, политики, работающие на раскол, они быстро мобилизуют свое ядро сторонников. Работая на раскол, вам проще удержать власть. Эти плохие, это внутренние враги, с ними надо бороться. А то, что это приводит к расколу страны, то, что это приводит к разрыву страны. Украина ведь на самом деле очень непростое государственное объединение, да, образование. Это вообще-то никогда не должно было быть по-хорошему унитарным государством, потому что унитарное государство, оно очень гомогенно, очень единообразно по национальному, языковому, культурному составу. Украина не такая, и она никогда такой не была. И закарпатский венгер никогда не был там одинаков с каким-нибудь жителем Луганской или Донецкой области. И вот эта история, когда на Майдане одна конкретная группа с одним конкретным образом будущего и с одним конкретным образом украинцев в голове захватила власть, взорвала страну и под эгидой своего вот этого проекта, это же, понимаете, вот я как бы довольно отрицательно отношусь к большевикам. И, ну вот реально, это же, понимаете, идеологическое движение, которое захватило власть в стране и начало силой и кровью превращать всех в своих, значит, вот что называется, Извините, вот кто не с нами, тот против нас. Я вспомнил Булгакова, Швондера, и, да, Полиграфыча, вот этого. Мы их душили, котов тех же, котов. Да? Ну, то есть, это же пример вот этого, вот такого большевизма. Уже до котов добрались душить, потому что идет швондеровщина, ну, чистой воды. Да, потому что приходят люди и говорят, под лозунгом борьбы за мировую революцию, в смысле Украину, мы будем, значит, душить в смысле русских. Ну, то есть, это же реально вот это вот движение. И понимаете, интересно, что у одного английского профессора русского происхождения, господина Слезкина, есть хорошая книга, называется «Дом на набережной». Она анализирует большевиков как миллинаристский культ, то есть культ, который ожидает прихода Мессии. Мессия – это мировая революция в этом плане. И вот, значит, они захватили власть и стали ждать мировой революции. А когда мировая революция не пришла, у них начался глубокий внутренний кризис. И вот, собственно, по сути, мы увидели, что вот это радикальное меньшинство, захватившее власть на Майдане, оно стало ждать вот этой вот второго пришествия, освободительной вот этой войны, стало ждать прихода какого-то вот великого конфликта, который все расставит над «и». Они верили в свою идею, и ради этой идеи они принесли в жертву страну. Они принесли в жертву людей, потому что они верили, потому что у них в голове была идея. И ради реализации этой идеи они не готовы были остановиться ни перед чем. Ни перед убийствами, ни перед погромами, ни перед тем, чтобы насмехаться над смертью живых людей. Реально вот это вот майданщина, да, стала таким тоже культом смерти, об этом мы тоже говорили, таким вот буквально сектой, да, сектой, захватившей власть в стране и бросившей ее в жернова не мировой революции, а борьбы за украинство. Знаете, вот как-то на заре еще всего этого конфликта у меня был собеседник, просто в Телеграме как-то мне написал, вот украинский какой-то прям националист. И он писал, да,
пускай умрет 90%, но 10% оставшихся будут, значит, правильными, щирыми, настоящими украинцами. И вот это будет наша держава. Вот, и я такой, о, вот это реально большевик Большевикович, конечно. Ну да, вот такие люди захватили власть в стране и принесли ее в жертву. И мы видим сейчас последствия. Да, но вы знаете, тут же тоже такой момент. Все ведь это деланное, ну, абсолютно деланная история в таком каком-то, ну, выгодном ключе. Ну, вот если, например, перенестись и вот параллель провести, да, для вас, как для американиста, абсолютно деланная фиглярская история с вот этими там наркокартелями, да, ну, вот с чем борется Трамп. Абсолютная же, как бы, ну, абсолютные враки, инсинуации. Но все начинается с вот этого вот, скажем, посыла, да, там, деньги за голову Мадуро. Выходит Мадуро, говорит, мы там готовимся к вторжению. Все сейчас обсуждают, сейчас будут вторгаться в Венесуэлу. Трамп решительно постит, как разбивает лодки, которые перевозят эти грузы. Мол, я борюсь за то, чтобы были здоровее эти американцы, потому что они туда отправляют вот эти все вещества. Представляете? Но это все заходит вообще очень далеко. И вот эти синдикаты уже начали, в общем, ответный удар наносить. Они вознаграждение за ликвидацию вот этих миграционных агентов, да, которые, там, ну, собственно, вытворяют из США по всей Америке. 10 тысяч долларов за голову дают. Причем они сейчас, большинство этих агентов закрывают лица с масками, чтобы избежать этого разоблачения, чтобы эти другие мигранты не воспользовались вот этим предложением. Причем на вот этом уровне, да, мы видим, что происходит вот этот раскол, хотя, по сути, одни ультра-мега умные аналитики говорят, да это просто, смотрите, как все складывается. Сейчас Трамп захватывает Венесуэлу, например. И как Мадуро говорит, действительно меняет там власть, делает переворот, но делает в каких целях? Чтобы нефть добывать. И тогда у него будет подпитка, и он тогда может Россию лишить вот этих нефтяных доходов и подорвать их. Ну вот такая логика. Люди, которые плюс-минус разбираются, говорят, да подождите, да, запасы большие нефти, ну, во-первых, сколько добывается, сколько будет добываться, сколько надо вложить, нефть специфического качества, ну, другая, да, вот эта нефть. Поэтому это как бы, это все рушится. Но идея уже запущена, и она подогревает умы многих, которые там, например, выходят и говорят о том, что Трамп хочет развалить Россию, и, мол, у него та же политика, как и у всех американских президентов, и все. Там картели как повод, да, вот Венесуэла как повод. А это ведь это же точно такая же технология, как и с Майданом, то, что вы, ну, вот описываете сейчас. Кто не с нами, тут против нас. Кто не придерживается этой точки зрения, значит, не умный, не грамотный и необразованный. А все в конечном итоге заходит в какой-то штопор и неразрешимую ситуацию, когда, ну, вот это вот выражение, да, когда все не хотели войны, но война была неизбежна. А сейчас неизбежно воевать. Ну, вот после таких решений, таких заявлений и вот таким макаром, я думаю, что после вручения или не вручения, скорее всего, не вручения, там, по рейтингам не очень, Трампу Нобелевской премии мира, да, ну, в общем, он пойдет на Венесуэлу себе, потому что уже не сможет не пойти. Вот примерно так же было и с войной России и Украины. Столько было заявлено и сказано, что уже как бы невозможно отмотать назад и фарш провернуть в другую сторону. Вы знаете, вы справедливо отмечаете, что Дональд Трамп в целом работает по схожим меркам. У него есть свое движение, которое считает остальных врагами. Они или враги демократы, или они недостаточно преданные последователи идеологии Make America Great Again.
мага. Вот. И то, что это происходит там в большой условно-демократической стране, это, конечно, показательно. Но действительно он работает именно так. Дональд Трамп работает на раскол. Он под лозунгом раскола пришел к власти. Но другое дело, что США — это очень сильная страна. И она может позволить себе находиться в состоянии внутреннего такого конфликта довольно долго. Украина просто не является такой сильной страной, не является мировым грандом, и она не может... Вот Трамп может грозить другим государствам. Украина не может грозить России, потому что если она грозит России, то Россия предпринимает ответные действия, которые ни к чему хорошему для Украины не приводят. Вот. Я не думаю, что будет сейчас вторжение в Венесуэлу. Я раньше как-то об этом думал, посмотрел, что у них там находится. Там реально несколько там каких-то парочек десантных кораблей, разведывательная работа ведется американцами там, но мы не видим подготовки к масштабному, там нету авианосных групп, которые нужны, например, для проецирования силы на расстоянии. Я думаю, что скорее Дональд Трамп хочет здесь победы над... Ну, он любит победы. Венесуэла — это его любимая, одна из любимых его целей в этом плане, в целом целей американских президентов. И что касается нефти, ну, там это одна из самых тяжелых нефтей в мире, которые нужно там перерабатывать. И США и так нефть производят, на самом деле. США и так являются экспортерами нефти, и в этом смысле еще одна нефть дополнительная тяжелая. Для чего? Чтобы еще настроить против себя всю Латинскую Америку, ну и в целом похоронить многие Дональд Трамповские завоевания. Нет, я не думаю. Но вы справедливо отмечаете, что он как раз один из тех политиков, которые вполне явно работают на раскол и на разрыв Америки изнутри. Да, это правда. Война России и Европы, НАТО, о нем говорил Путин на Валдае об этом вопросе. В общем-то, это сейчас муссируется и продолжается. Очередные дроны там замечены над очередными столицами. То ли такие учебные, то ли там уже и Украина помогает сбивать дроны. Я о Европе хотел бы, чтобы вы высказались. Потому что, ну вот, лекарню, простите, пожалуйста, уходит в отставку, просит Макрона освободить его с занимаемой должности. Франция ключевой, скажем так, один из ключевых игроков. Ну, то есть, два момента. Выходит, значит, Меркель и дает интервью. И говорит примерно следующее, что, в общем, в войне России против Украины виновата Эстония, Латвия, Литва и Польша. Они, мол, сорвали переговоры в 2021 году. Мы хотели говорить от имени Европейского Союза, но напрямую невозможно, да, вести с Путиным диалог, и поэтому от Европейского Союза нам не дали говорить эти страны. Вообще, конечно, это интересно. У нее тоже меняются нарративы у Меркель, да, в зависимости от ожидания. В 23 году вот контрнаступление, да, все ждали. Она говорит, что 8 лет Минского процесса для того, чтобы Украина подготовилась. Это все заметили, и Путин об этом высказывался тоже. Еще один момент. Значит, помешали ли там прибалты тогда? Возможно. Наускивали там США, бриты, возможно, на тот момент, тогда, в 2021 году. Но почему Меркель, да, вот что она сделала? А эта ее риторика, она направлена на меняющуюся Германию. Об изменениях во Франции и чехардой политической, ну, мы тоже, в общем-то, можем понимать, что это тот период, когда война война с Россией, да, там, Франция против России, Германия, Европа, вот сейчас там дроны полетели. В этих условиях политических турбулентностей она как бы, ну, невозможно. Сыпется Европа. Политиков избирают не пойми каких в Чехии. Ну, посмотрим, какой там будет парламент, как-то они там... Ну, тоже избран условно из фарватера Фица Орбана, да, политический лидер. Что вот вы думаете по поводу этой темы? Дойдет ли до войны России и Европы, или просто Европа не придет на эту войну, потому что, ну, согласия нет?
Да, да, согласия нету, нет желания воевать. Чтобы воевать, вам нужно довольно большое количество молодых мужчин, готовых умирать за вас, да, за вашу страну, за ваши идеи. А что там у нас Макрон сильно популярен с 13, там, 17%, Стармер сильно популярен с 13%. Европейский Союз находится в кризисе экономическом, находится в кризисе идеологическом. Он не очень понимает, что он из себя сегодня представляет. И поэтому, безусловно, им нравится вот эта вот словесная мобилизация, какая-то вот желание там, значит, выглядеть сильными, классными, но при этом являться на войну им не хочется. Им нравится кричать из-за своих стен о том, что они самые сильные, и сейчас они все решат. При этом фактически воевать, конечно, у них нету ни сил, ни возможностей, ни народной воли, понимаете? Россия не воспринимается такой угрозой, чтобы сейчас прям идти и, значит, стрелять здесь по нам. Поэтому я думаю, что войны это не будет. На словах они будут вести себя громко и пафосно, а по факту нет. Европа во многом, Европейский Союз, во многом политически, конечно, импотентен, и здесь проблема, вот справедливо было отмечено, Меркель не глупая же женщина, да, и правда, мы видим, как вот эти молодые, значит, тигры, да, наиболее радикальные, вроде стран Балтии, они идеологически заряжены просто. У них есть вот эта элита, которая малочисленно, но идеологически чиста и очень активна, и очень верит в то, что она считает. И вот она, по сути, берет в заложники Европейский Союз, и все эти европейские гранды, вроде Германии, Франции, которым в целом как бы, да и так нормально, они следуют в фарватере вот этой радикальности, этого радикализма. Поэтому я думаю, что да, и об этом, кстати, говорилось, знаете, недавно американская пресса писала, да, что американцы даже возмутились, почему у вас происходит эстонизация политики ЕС. Как бы зачем вам такой радикализм в отношении России? Она никуда не денется, вам с ней жить. Чего же вы на нее бросаетесь? Поэтому, да, это свидетельство, такая вот боевитость на словах, это свидетельство, конечно, кризиса Европейского Союза. На словах она и будет оставаться, я думаю, и дай бог, войны мы не увидим. Ну так эту надо как-то закончить, получается. Да, ну а видите как, она в целом идет куда идет, вектор ее не меняется уже довольно давно, и мы видим, что вот сегодня уже господин Залужный опять признал отставание украинской стороны с технической точки зрения. Ну да, понимаете, вот зачем довоевывать, когда и так все понятно. Ну, слушайте, вот тоже недавно вышла статья, по-моему, не помню, в FT, что ли, Financial Times, да, где украинские чиновники бывшие говорили, что команда Зеленского так плотно удерживает власть в стране, что любых критиков сразу уголовное дело, санкционный список. Это политика, да. Политика и... В общем, там ссылка на экс-министра, который на условиях анонимности как бы это вещал, да? А потом, наши депутаты украинские, они как бы узнали в этом экс-министре, знаете кого? Кулебу. Вот оно что. И говорят, пострадавший от режима буквально. Говорят, Кулеба. Значит, а там же пошли вот эти слухи, журналисты, там, редактора «Нового времени», говорит, Кулебу уволили на самом деле, потому что у него там рейтинг подрос, да, как-то, или сравнялся с Зеленским, или что, его сразу убрали. Депутаты говорят, что, нет, Кулеба, ты расскажи, почему на самом деле тебя уволили, мол, там Дон Жуан, скажем так, с кем-то, так сказать, в общем, сексуальный скандал какой-то у него с кем-то произошел, и поэтому убрали. И это, мол, это он в Политико вот это вот пишет, да, вот эту гадость сливает на условиях анонимности. Короче, стрелки все на Кулебу. Это он говорит, что если рот кто откроет, то всем, в общем-то, госизмена или санкции. Поэтому тут очень интересный и пикантный момент в вопросе, кто это слил западную политзаключенный режима Зеленского номер 1 будет. Я думаю, что он потом будет говорить, что я-то всегда на самом деле работал на примирение, а вот просто меня товарищ Зеленский, произошла чудовищная ошибка. Я думаю, что, понимаете, правота его от этого не становится менее правдивой. Действительно, мы видим, что руководство страны становится в значительной степени авторитарным и чрезвычайным, да. Вот, поэтому, да,
Потому что у украинского народа нет субъектности и нет возможности выбрать новый курс. Вы никак не можете повлиять на Зеленского. Это же удивительная история, да? Вот этот незламный народ, который, значит, по любому случаю выходит на Майдан, как мы знаем, и удерживает не то, что мы здесь, как бы понятно, значит, задавленные генетические рабы. А почему-то оказывается бессилен поменять политику президента, которая буквально ведет Украину в пропасть поражения в войне. Причем поражения унизительного, которому можно было избежать, и принятие в итоге тех самых условий, которые можно было принять без вооруженного конфликта. Ну вот. Ну, тут же нам, как говорят, унижение все равно-то останется. Ну, то да, есть, унижение будет, извините, а что ж делать? Не надо было ввязываться в это все, надо было сразу договариваться. Теперь будет унижение, что поделать. Алексей Наумов был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо всем, кто смотрел. Рад быть здесь. И опять же призываю подписываться на мой телеграм-канал Внешпол. До встречи, видимо, через неделю. Да, друзья, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.